После дождя заметно похолодало. Но я не хочу здесь ночевать. Сейчас вот поднялась облачность. Первую ходку я уже сделала. Здесь километров 6-7, наверное. Осталось до озера Мамонтай около 7. Вот, хочу дойти. И где-то там на полпути ближе к озеру у меня на перевале, на маленьком озере уже лежит заброска. Под дождем сегодня ходила. Первый половина дня. Сейчас уже вечереет. Ой. Ладно, до темноты, надеюсь, успею. Да, там вообще все затянуто. Ох, в горах думала погулять, но погода не позволяет. Вечернее солнышко осветило склоны. Мне надо сейчас перевалить вот этот ближайший низенький такой холмик. А вот вдали освещены с ложбинами. Это уже противоположный берег озера Мамонтай. Тут еще 200 метров спуска до него после перегиба. А я иду в озеро и перевальчик. Ну, водораздел. Не ярко выраженный перевал. Пришла я вот из-под того хребтика. Там было озеро, у которого я ночевала. И вот пришла к перевальному озеру. Дальше что-то сил нет идти. Уже скоро темнеет начнет. Вот здесь хорошая лиственница. Под ней разобью сейчас лагерь. Вот, а моя заброска, рюкзак, лежит вон там в дальнем конце на белом камушке. Ну ничего, ночь еще полежит, вон белый камушек светится. А вот это горы, это уже другой берег озера Мамонтай. Вот опять заволакивает. Но здесь очень красиво. Такое редколесье. Но в основном, конечно, тундра, ягельная тундра. Но идти не везде просто было, там и болото. Утомилась. Температура сейчас, наверное, мне кажется, ну +3. Может быть, очень холодно и ветер, но ничего. Стоянка у меня с видом на море облаков. Там сыпет. Ого! Ну вот куда я попала в зиму. Ого! В 3 километрах от озера Мамонтай. Эх, вчера чуть-чуть не дотянула. Ладно, все равно буду валить отсюда. В тайгу. К дровам, к теплу. А снег, я вам скажу, даже лучше, чем дождь. Потому что под таким снегом не намокнешь, пока идешь. О, как припорошило. О, птичка ко мне пожаловала. Такая тишина утром была, вообще ничего не... Спала долго. Погода сонная. Пришла в себя. Ну вот, дальних горок не видно, под которыми озеро Мамонтай, но мне вон туда. Лежит, ждет меня рюкзачок на водоразделе. На камушке вон он. С продуктами. Ну, все цело. Никто его тут, конечно, не трогал. А мой путь вон туда, уже вон туда понижение идет. К озеру Мамонтай. Ну вот теперь рюкзачок с приличной загрузкой. Будет 30-ник. Как ему и положено. Хорошо идти в зоне леса уже. Кустарник тут красивый. Кедрач на склонах. Рододендрон под ногами. Можно встать где хочешь, развести костер. Спасение. А мне вон туда все ниже и ниже надо идти. Ну, какая тут каменная река
Озеро, озеро, пока не видать. Просто как будто клубы какие-то. Здесь такие драч растет. Все. Вон оно, озеро впереди. Осталось меньше километра. Вышло. Надо сейчас будет найти мне местечко, не прям на берегу, там видно заболочено. Где-то здесь сейчас стану, в лиственницах. Ох, ничего себе здесь дорога, а я там верхами. Ну, понятно, что она низом идет между Малыком и Мамонтаем, но как я прошла, мне больше понравилось, там красивей. Так. Тентик установлен. Думаете, меня костер только будет греть? Нет, еще вот подаренная сгущенка. Не просто, а сливки. Хватит таскать, то еще волки впереди. Снег чуть затих. Видимости очень мало. Благодатное дерево, лиственница. Сухая, сухие ветки под кроной сохранились. Смолистая, ароматная. Счастье. Есть. Первая добыча. Так. Хариус. Хариус. А нормальный. Вполне. Ой. Ух ты. Ура. Все. У меня будет уха. Во. Вот такой хариус. Вот какой. Так. Взял у меня на двоечку. Вот на такую двоечку, вертушку. Что это? Приправка? Как бы. Оленей след, медвежий след, мишечка, ну небольшой. И оленей
след, медвежий след вдоль берега петляет. Дожидаясь хорошей погоды, гуляю вдоль озера. Смотрю виды, ловлю рыбу. Вдали уже показалось. Возможно, это уже Амулевское Среднегорье. И туда, мимо этих гор, вперед лежит дальнейший мой путь. А свежевыпавший снег еще не везде растаял. Холодно. Где-то +3, наверное. +5. И облака накрывают горы еще. Где-то высота 1300. Под слоем водородного дерна вот линзы льда, лед, линза льда. До ледниковой эпохи вот на этом месте было озерцо или болото. Вот оно замерзло и так и осталось льдом. Потому что вот слой растительности сверху, он не давал растаять этому льду. А лед еще снова нарастал, и получился многолетний мерзлый лед. Но сейчас он подтаивает. Ручей отепляющее воздействие оказывает на породу. По мере оттаивания куски дерна сползают сверху вниз. И вообще в земле образуется вот такая протаянная яма. Такое явление называется термокарст. Мыс недалеко от впадения речки Зеленый. На мысу стоит крест. Надпись Ачеусов Николай Васильевич. Стадо оленей прошло. Ну вот, наконец-то пришло солнышко и на мою стояночку, на мою поляночку. Правда, ветер еще холодный, северный, встречный. На озере небольшие барашки. Пока подожду, чуть подстихнет ветер, чтобы не идти против него. А вон горки. Все горки засыпало снегом прошедшей непогоды. Это еще только из ближайшие. А там дальше вершины 2000 точно в снегу уже все. Да, Колымский край — это вам не хребет Санта-Архиета, где все-таки южнее. Тут непогода, так сразу все засыпает снегом. В горах, к сожалению, так. Эх, прощайте остатки прежней роскоши. Все. Остался у меня килограмм сахара и сухое молоко. Граммов уже, наверное, 350. На месяц пути.
Все, осталось собрать палатку, ветер подстих. Все, отправляюсь в плавание, наконец-то. Итак, лодка загружена. Мне предстоит пройти по озеру Мамонтай около 12 километров. Дальше будет сплав, перекат по вот такой мелководной реке Мамонтай, где-то 25-30 километров. Не знаю, как там она петляет. Дальше по Амулевке сплав до Порогов, это около 10-12 километров примерно. И там я начну Волок на озера Дарпир. И вот дальше по озерам Дарпир пойду. Это вот очередной этап моего путешествия. Третье августа. Погода налаживается. Гребу себе, и вдруг увидела, вообще греется, что ли, он там на солнечном песочке. Вот это да! Да, вчера видела кучу следов, а сегодня вот на волнах качает. Вообще не боится. Притаился, как будто голову поджал. Ха. Не убегает, спокойно идет. Ну вот, спугнула зверя. Ладно, сейчас обратно придешь. Красавец. Ветерок, ветерок. Как не уворачивалась от волны, а все-таки подмочила пятую точку. Гидроштаны поленилась надеть. Ну, вроде ничего, был ветер. А тут разыгрался. Шквал пришел с какой-то тучкой. Сейчас немножко отдохну. Подожду, пока волна стихнет, ветер. Уже ветер стихает, пока почаевничаю. И подсушусь. Вон весь бок намочила. Вот. Захлестывала. Спряталась тут за кустом кедрового сланника и лиственницей небольшой. Там ветерок. Лодку там бросила. А тут дорога вообще рядом идет. Хорошая. Она местами по болоту, местами вот по сухим местам. Ой, так.
Заснеженный хребет Ахандя остается сзади, южный берег озера Мамонтай. Где-то там по верхам я шла сюда на озеро, успела до снега дойти. А впереди более радостная картинка. Снега, по крайней мере, на ближайших горках нету. Ничего себе, здесь прибой бывает. Камни как наворотило на мысу. Огромные балаганы. Далекие дали открываются мне. Мой путь дальнейший туда. Да, в горах там сейчас не весело. Гагары. Под вечер стих ветер. Какой здесь причал на северном берегу озера Мамонтай. Впереди, тут скоро уже устье, вернее исток реки Мамонтай. Ой, какие там, какая тут локальная тучка подошла. Дождик поливает. Прям база. Домики. Окна, правда. О, тут похозяйничали. Медведь, наверное. О. Берегите и уважайте труд людей, особенно построивших эту базу. Да. Только вот мишки тут ходят. А в этом домике мы порядок. Печка, дрова. Ух. Ну, окно можно легко починить. Так, что там с печкой? Вполне рабочая. Даже с видом на горку. Все так уютненько тут. О, а это баня, похоже. Шапочки бананы. Точно баня. Вообще парилка. Ничего себе. Да, место здесь красивое. Еще и виды мне показывают. Разгорается прям. А радуга-то все ярче и ярче. Ох. Виды, конечно, открываются, как на высокий берег поднимешься, озеро Мамонтай. О, просто шикарный. Вот из-за этого гребешочка я пришла, там у меня стояла палатка. Вот здесь вот под склоном этой лапы. Отрога горного. Вот.
сразу. Здесь уже из озера вытекает, течение есть в Мамонтае. Речка или ручья, но тут опять озеровидное расширение. Вот пошел Мамонтай дальше. Ой, впереди, конечно, все заволокло, но мне хочется все-таки идти дальше. Не хочется на базе останавливаться. Вот туда лежит мой путь. Вообще-то моя задача поймать тут рыбку. Она должна тут ловиться на истоке Мамонтая. Может быть, дальше чуть-чуть. Сейчас попробую. Ох, нифига себе. Впечатляют. О, вот это да. А мне все-таки везет. Я нашла здесь главное. То, что забыла дома. Не успела взять. Книжка, которая будет спасать меня в непогоду. За каждую пять земли. Воспоминания фронтовика. То, что нужно. Все-таки накрыл тут все вокруг дождик, и я решила остаться. Остаться с видом на озеро в избушке. Ой. Какой подарок мне вечерние горы преподнесли. Потрясающее освещение. Красный закат. Не зря я осталась на базе. Первый раз я попробовала ловить рыбу еще когда только подошла сюда. Еще не было так темно. И рыба не ловилась, ее даже не было видно здесь в сужении. А сейчас вечером с первого заброса взял хариус.
Вот, попался с первого заброса и больше не берет. Вот так вот, они ушли, испугались. Рыба, конечно же, видит движение на берегу, поэтому я вот медленно подкрадываюсь. Ну и в сумерках, поэтому она лучше ловится. Не так пугается, как днем, при свете. Вон там еще ходит. Мне хватит, наверное. Стоило поставить крупную блесну, такую красную, как взял вот такой крупный хариус. Теперь у меня 2 штуки. Красота, настал курорт. Солнышко. Правда, ветер еще северный, холодный, но уже гораздо лучше. Горки четкие на горизонте. Скромный завтрак туриста. На печке долго закипает. Коль погода разгулялась, я не выдержала и решила сделать идеальный выход на озеро Балгыт. Оно там среди высоких гор лежит. Вон там он, хребте Ахандя. То горы совсем мало посетила, надо сходить. До конца озера дойду, посмотрю горки, окрестности. И там видно будет. 12 километров туда примерно, в один конец. Ландшафты здесь удивительно красивые. Гулять одно удовольствие. А еще тут какая-то вездеходная дорога идет. И прям по направлению, куда мне нужно, пока по ней иду. Очень уютная тайга здесь. Моренные озерки в понижениях, но это ближе к озеру Мамонтай. Вот такой ландшафт, пейзаж создает красивый. Заморозки уже коснулись почвенного покрова. И вот маленькая лиственница уже желтеет, предвестник осени. А дорога, однако, привела меня к охотничьей заимке. Хрон. Ух ты! Ёлки-палки, тут не пропадешь. Снаряжение. Так, ладно. Нельзя дневники показывать. Это вот такой каменный ручей. Огромные бульники. Где-то под ними журчит вода. Вот из-под того отрога я пришла, но он на той стороне отрога, а я на этой стороне озера Мамонтай.
Удивительный здесь покров лишайниковый. Прям нетронутый. Выкуса оленей здесь нет, а только дикие, а их не так много. Тучные пастбища пропадают. Фух. А вообще-то ягелем называют все кустистые лишайники, но на самом деле ягель, вот именно ягель, это Цитария исландика, вот такой коричневый. Настоящий оленей мох, как его еще называют, хотя это лишайник. Цитария исландика. Вот это ягель. А вот эти кустистые лишайники, которые тоже называют ягелем, это, например, кладония альпийская. Разные виды кладоний, вот, кустистых. А вот ягель, вкрапление коричневое. То, что и является, в общем-то, ягелем, оленем мхом, как неправильно его называют. Интересное какое образование посреди плоской долины торчит такая горка. Поднимаюсь на гребень отрога, и мне открываются далекие виды. Сейчас должна и озеро уже увидеть. Озеро там щели. Ох, это тут высшая точка Магаданской области. В верхах тут сверху каменных россыпей. Ходить по ним не очень легко и приятно. Вот последняя лиственница тут. Вот такая вот. Сейчас я на высоте где-то 1350, 1400. Вот тут сланик последние кусты. Ну, сланик там еще есть впереди. И вот здесь сейчас точно должно показаться в глубоком ущелье озера. А высшая точка, похоже, все-таки вот эта. Она на километр выше, чем я вот сейчас нахожусь. 2337 метров. Высшая точка Магаданской области. Безымянная. А рядом на гребне вон какие зубья торчат. О. И это все граниты. Гранитный массив Ханджа. Ну вот оно открылось как раз за кустами сланика. Озеро Малгит. Вот. Вот такое оно. Говорят, здесь водятся крупные арктические гольцы. Но у меня свой рыбный магазин на базе на Маматае. Из озера вытекает река Зима и впадает в речку Маматай. А выше озера продолжается ущелье и ведет еще к далеким вершинам. Ой, как там холодно, прям веет холодом. Не зря зимой назвали здешний ручей Оленуха, важенка с теленочком.
Внизу уже показалось озеро Мамонтай. Километров 8 нам еще осталось до него. Вращаться. 8 вечера я подхожу к озеру Мамонтай, стоянке, базе. Ветер стих под вечер. Мошка вылезла, потеплело. В этом месте рыбачу не только я. Сегодня ночью сюда приходил медведь. Поверх моих следов я увидела свежие отпечатки медвежьих лап. Попробую тут. Что-то в рыбный магазин пока не завезли рыбу. Может быть, когда потемнеет будет. Я ее не вижу. Вчера на первый заброс брали. Погодка шикарная. Я наконец-то покидаю базу гостеприимную, эти балки, и продолжаю плавание. Ой. Не удержалась. Еще раз попытаюсь счастье на этом месте. До свидания, озеро Мамонтай. Видно, редкие хариусы тут проходят под водой. Ой. Вот такая речка Мамонтай на истоке. Камешки только сейчас начинаются. В километре, наверное. Мелкая. Красотища, а не речка. Ой. Благодать. Ну, а впереди начинаются
Вот такие горки каменистые. Воды мало. Посмотрю, как тут лучше проходить. Да, прям порог. Чего? Сейчас как-нибудь проведу. Может, обнесу частично. Опа. Вот он. Есть. О, второй как раз мне на обед 2 хватит. Вот такие. Нормально. На обед пойдет. Вот такие мелководные шеверы здесь. А дальше тишь да гладь. Надолго ли, посмотрим.